Приветствую! Сегодня у нас на очереди гайд универсальный на то, с чем сталкивается любой игрок в КАМ, независимо от того, играет он синглплеер или мультиплеер, независимо от режимов игры в мультиплеер. В этом видео будет подробно разобрана боевая система игры с ее механической точки зрения. Это может прозвучать парадоксально, но в игре исполнилось уже 25 лет с половиной. А многие игроки по-прежнему могут не знать, что вообще происходит во время сражений, как определяется победитель и почему иногда один на один разведчик может убить рыцаря. Ответы на все эти вопросы вы найдете в этом видео. Для неискушенных игроков все знакомство с боевой системой ограничивается значками на иконках юнитов, где можно разглядеть мечи, щиты, луки или, например, подковы. Более смышленые игроки прикинут, что вроде бы стрелки быстрее мрут, а если бьешь по спине, то бьешь больнее. А почему так сложилось, понять нетрудно. Боевая система в Каме напрямую игроку не показывается. Но при этом, что характерно, обычного знания о принципе камень-ножницы-бумага будет уже достаточно для того, чтобы, скажем, пройти оригинальную кампанию «Войны и мир», она же ТСК, вторую корону, соответственно, ТПР. Однако игра для многих уже стала чем-то большим, особенно для игроков мультиплеера. Следовательно, очень полезно знать про всю механику боев от начала до конца, используя эти знания на полях сражений. Начнем с самого базового. У каждого юнита в КАМ есть очки жизни, они же всем известные ХП. Да-да, именно так, и нигде здесь они не указаны. У юнитов может быть от 1 до 4 ХП. 1 ХП имеют все бойцы дальнего боя. Лучники, бандиты, арбалетчики. Данный факт легко объясняет, почему иногда они могут так скоропостижно скончаться, например, в процессе перестрелки, как сейчас. 2 хп, как ни странно, в игре имеют все горожане. Так что ни один работник тыла никогда не умрет от одного удара. 3 хп имеют практически все пехотные юниты, а именно ополченцы, бунтари, пешие, мечники, копейщики и пикейщики. 4 хп, максимальный показатель, будет у кавалерии, то есть у сквайров, разведчиков, рыцарей, а также у варваров и воителей. Довольно очевидно будет сказать, что юнит погибает, когда у него становится 0 хп. А как же эти ХП отнимаются, когда юниту наносится урон? Как нанести урон? Урон могут наносить все боевые юниты в игре, а также вышки. Но вот на нанесение урона нам следует остановиться немного подробнее. У каждого юнита при атаке есть шанс нанести урон противнику. При удачном исходе противник теряет 1 хп. От чего этот самый шанс зависит? Есть несколько факторов, и начнем мы с разбора юнитов ближнего боя. Абсолютно каждый юнит в игре имеет свой базовый шанс попадания, то бишь нанесения урона. Базовые характеристики юнита, которые можете лицезреть на иконках. Вот эти вот самые мечи, арбалеты, здесь тоже каждый раз отличаются. Это все оно. Так вот, чему эти шансы равны? Бунтарь и копейщик имеют самый низкий базовый шанс, равный 25%. Ополченцы, пешие, разведчики и пикейщики имеют 35% шанса. Сквайры в версии 6.7.20 имеют шанс 40%, однако в бета-версии 15.122 и, вероятно, далее, этот шанс снижен до 35%, как у остальных. Мечник или рыцарь имеют 55% шанса, в то время как варвар и воитель целых 75%. Про юнитов дальнего боя мы будем обстоятельно разговаривать попозже. Второй, не менее важный фактор — положение юнита относительно лица юнита противника. Более выгодное положение относительно другого юнита будет давать прямой множитель шанса нанести урон. При битве лицом к лицу множитель будет x1, то бишь никаких бонусов не будет. Будет базовый шанс попадания. Удары по лицу по диагонали будут давать бонус x2, в 2 раза больше. Удары в бок x3, по диагонали сзади x4 и ровно сзади x5. Таким образом, например, варвар, бьющий ополченца по диагонали в лицо, будет иметь шанс попадания 150%, что гарантирует попадание и смерть ополченца за 3 его удара. А варвар, бьющий ополченца ровно сзади, будет наносить урон с шансом 375%, что в любом случае сводится к 100%, то есть гарантированному попаданию и убийству за 3 удара. Помешать нанесению урона может броня юнитов. Броня представляет собой прямой делитель шанса попадания в зависимости от типа брони. Юниты без брони, то бишь бунтари, бандиты, сквайры, ополченцы и все горожане,
имеют делитель 1, то есть вообще никак не влияют на получение урона. Юниты в кожаной броне, пешие лучники, копейщики-разведчики, а также варвары и воители, имеют делитель 2, в то время как бойцы в железной броне, мечники, арбалетчики, пикейщики, рыцари, имеют делитель 3. Уже только этой информации из первых 3 пунктов хватает для огромного количества вычислений сценариев боя. К примеру, все те же варвары в лицо мечнику будут иметь шанс попадания всего лишь 25%. И для гарантированного попадания ему нужно заметь множитель x4, то есть бить минимум по диагонали по спине противнику. Ну вот там еще несколько примеров. Обычный ополченец, находясь за спиной у рыцаря, будет наносить ему урон шансом 58,3 в периоде процента. Ровно как пеший или разведчик. Рыцарю и мечнику достаточно x4 множителя для гарантированного урона любому кожаному юниту или варвару. Особенно важно это понимать, когда заходите рыцарями в тыл к лучнику. Ну, например, в то же время разведчик, даже в лучшем для себя сценарии, атаки прямо по спине с множителем x5 будет иметь шанс попадания по лучнику 87,5%, что иногда будет приводить к неприятным непопаданиям. Любые юниты без брони гарантированно получают урон от атак уже сбоку, от любых юнитов, кроме копейщиков и бунтарей, которым необходимо бить минимум сзади по диагонали. Поэтому в бою таких юнитов необходимо отводить от центра драки и стараться ими окружать противника, ведь зачастую атака у них ничем не хуже, чем у большинства бронированных юнитов. Множество остальных сценариев вы можете разобрать самостоятельно, а помочь вам в этом может небольшая программка, ссылку которую я оставлю для вас в описании. А мы движемся дальше. Многие к этому моменту вспомнят, что у юнитов антиконницы заявлен дополнительный множитель урона против этой самой конницы, который указан вот этими подковками. И будете правы. В игре это реализовано дополнительным шансом попадания по конному юниту, который напрямую складывается с базовым шансом попадания. Множители и делители будут применяться уже к этому увеличенному шансу. Цифры следующие. Копейщик к своим базовым 25% получают еще 55% сверху, а в бете 15-22 60%. Суммарный шанс попадания 80% в 6-7-20 и 85% в бете. Бунтарь к своим 25% сейчас в 6-7-20 получает 60%, но в бете этот шанс был понижен до 50%. Итого 85 сейчас и 75 в бете. Пикейщик же к своим базовым 35% получает аж 80% сверху. Итого против конницы базовый шанс становится целых 115%. Цифры против конницы здесь огромные. Например, пика гарантированно убивает сквайра с любой позиции за 4 удара. Но нужно помнить, что у конницы на 1 хп больше, поэтому могут быть случаи, когда конник успевает убить противника быстрее. Ну, к примеру, в бете шанс того, что сквайр убьет пику в лицо за 3 удара, составляет базовый 35% шанс попадания мы делим на 3, потому что броня железная. Получается 11,6 в периоде. Возводим это все в 3-ю степень, потому что мы должны хватить 3 раза подряд. Итого шанс такого сценария равен примерно 0,16%. Выиграй. Выиграй. Чего мы ждем? Начали! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true!
Разумеется, у бронированных конников дела обстоят получше, но даже рыцарь будет гарантированно получать урон от пики, бьющей сбоку. Поэтому подставлять кавалерию под этих ребят очень не хочется, учитывая высокую стоимость на картах с развитием. Касаемо юнитов ближнего боя, стоит озвучить еще несколько моментов. Когда отряд вступает в схватку, если у конкретного юнита есть несколько вариантов, кого начать бить, выбирается всегда случайный, и игрок на это повлиять никак не может. Ненадолго вернемся к ХП. Помимо того, что они есть у юнитов изначально, они могут восстанавливаться у каждого юнита с течением времени. Кам ремейк данное время составляет 10 секунд для того, чтобы отрегенить 1 хп. Эти 10 секунд начинают свой отчет с момента, когда юнит получил урон, и регенерируют даже в бою. Какие выводы можно из этого сделать? Прежде всего, когда вы конниками танцуете перед толпой стрелков, имеет смысл уводить их в тыл и дать отрегениться. За 30 секунд они гарантированно восполнят все недостающие хп и будут готовы дальше отвлекать стрелков на себя. Второй вывод. Различие между юнитами с 3 и 4 хп заключается не только непосредственно в одном хп разнице, но и в потенциально больших шансах у юнита с 4 хп отрегенить себе это хп прямо в бою, превратив их по факту в 5. Ведь если юнит с 3 хп получит урон 3 раза, он умрет, а вот с 4 хп будет все еще иметь 1 хп и, возможно, доживет до регенерации, или же сможет просто перебить своего противника. Поэтому порой в драках низкой интенсивности рыцари-варвары могут очень долго жить, нанося при этом высокий урон. Настало время перейти к стрелкам. И здесь все одновременно и проще, и сложнее. Но обо всем по порядку. У стрелков тоже есть базовый шанс попадания, и цифры там солидные. Бандит и лучник имеют базовый шанс, равный 60%, а арбалетчик целых 120%. Однако далее следует нюанс. Первое. Дальние юниты не обладают никакими множителями урона, независимо от того, с какой позиции ведется огонь. Второе. Начиная с версии ремейка 5.5.03 с небольшими правками в 6.7.20, юниты со щитами имеют дополнительную защиту от стрел, которая представляет из себя увеличенный делитель атак от этих стрелков. Против бандитов и лучников все юниты со щитами, то есть пешие, мечники, разведчики, рыцари, получают дополнительно солидный +1 к делителю, а против арбалетчиков более скромный +0,25. Итого, например, лучник, стреляющий по мечнику, в теории будет иметь шанс попадания равным довольно скромным 15%. Но и на этом все не ограничивается. Третья особенность. Хоть дальники и могут атаковать ближников, которые еще не вступили в бой, а находятся на марше, с попаданием в движение у стрелков дела обстоят не столь радужно. И если небольшой отряд коней начинает бегать туда-сюда, стрелы в них попадают крайне неохотно. Никак небольшая мелочь, даже если отряд ближников уже находится в бою, некоторые отдельные юниты в нем могут двигаться, заменяя павшего товарища, или следуя за целью после падения противника. А вот четвертая очень важная особенность. Любые стрелковые юниты могут промазать даже по стоящей цели. Давайте взглянем на данный эксперимент. У нас есть 3 арбалетчика, которые имеют шанс попадания 120%, и подопытный ополченец без брони. Каждое попадание по ополченцу гарантированно отнимет ему 1 хп, следовательно, трое должны убивать его за 1 залп. Давайте посмотрим, что происходит на практике. Проверим несколько раз. Здесь у нас получилось убить за 3. А вот здесь нет, и ему нужно 4 стрелы, потому что одна из стрел в стоячего не попала. Можно еще попрогонять так дальше. Сейчас около 4-5. И как вы можете заметить, зачастую наоборот, он даже умирает не за 3, а здесь даже не умер за 6 стрел. Точное значение данного параметра точности мне неизвестно. Но опытным путем я выяснил, что он равен примерно 80%. Этот опытный путь выглядел примерно так. Вот на такой карте я замерял шанс попадания по стоячим целям. В итоге из 706 выстрелов, на которых меня хватило это проверять, я зафиксировал 560 попаданий.
И уже после этой информации мы можем сделать вывод, что на практике лучник нанесет урон мечнику не с шансом 15%, а с шансом 12%, так как даже по стоящему мечнику нужно сначала попасть. Шансы же попадания по юниту в движение вообще точно посчитать не получится. Можно лишь с уверенностью сказать, что в случае с мечником он будет ниже или равен 12%. Но, разумеется, главным преимуществом стрелков является их дальнобойность, которая вытекает в возможность наносить урон одной цели сразу в 10, 20, 30 юнитов. Или же не совсем. Ну, в идеальных условиях, да. Но тут пора начать разговор о таких важных вещах, как радиус стрельбы дальников и логика их поведения. Для начала, такой факт, что стрелок выбирает цель в радиусе поражения абсолютно случайно. И не зависит это от расстояния или от смещения. И те тесты на бандитах, которые вы сейчас можете наблюдать, это показывают отчетливо. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. После выбора цели стрелок не успокоится и будет бить ту же цель, пока или она не умрет, или не окажется вне зоны поражения. Но про этот пункт чуть попозже. Стрелки имеют некоторое подобие радиуса стрельбы, насколько это возможно в игре с клеточками. Так уж выходит, что идеального круга тут никак не получается. Есть как максимальный радиус стрельбы, так и минимальный. Начнем с простого, а именно с недиагональных расстояний. В таком случае минимальное расстояние составляет 4 клетки, как здесь находится сейчас бандит, а максимальное 10, вот по этой линии. Если цель находится вне этих значений, стрельбы, соответственно, не будет. При стрельбе по недиагональном направлении каждый стрелок имеет возможность стрельбы по целям сбоку от прямой, вот с этого значения, на 4 клетки. То бишь раз, два, три, 4 сюда и раз, два, три, 4 сюда. Для игры нет никакой разницы по расстоянию 10 клеток сюда или 10 клеток сюда. Хотя, если так присмотреться, визуально как будто бы вот этот бандит, находящийся на 11 клетке, находится либо на том же расстоянии, что и бандит, который был здесь, либо даже, может быть, чуть-чуть ближе. Однако по нему никакой стрельбы у нас, как видите, не идет. То же самое справедливо и для минимальных расстояний. Взгляните, одна из целей находится на расстоянии 4 клеток со смещением в 4 клетки в бок, а другая тоже на расстоянии 4 клеток, но со смещением уже в 5. Конкретно из заданного положения арбалетчика он никак не начинает стрелять того, который смещен на 5 клеток в бок. Для этого ему нужно повернуться. Тут впору уже сказать и про диагональный радиус. Тут все более запутанно и непонятно, но опытным путем установлено, что минимальный радиус в таком случае будет составлять 3 клетки по диагонали, а максимальный что-то среднее между 7 и 8. Взгляните сами, под 45 градусов мы стреляем на 7 клеток, однако со смещением по бокам в 2 клетки, если считать по диагонали, или если 4, если выстраивать здесь вот такое подобие змеечки. Раз, два, три, 4. Цели по бокам от направления нашего арбалетчика находятся подальше, чем те цели по прямой, прямо как с недиагональной стрельбой. Если присмотреться, то мы увидим, что диагональная стрельба покрывает как раз все те зоны, куда стрелки не могут начать стрелять при недиагональном взгляде. Итого у стрелков нет слепых зон в условном круге их огневого поражения. Звучит и выглядит это все немного путанно, согласитесь. Поэтому в игре у дальников прикручены какие-никакие мозги, и стрелки могут автоматически, без участия игрока, доворачивать свой корпус.
При этом, если отряд стрелков, или в нашем случае один арбалетчик, находится вне состояния боя, то никуда самостоятельно вертеться он не начинает. Мы это видели в эксперименте со смещением стрелков в бок. Давайте взглянем на немного измененную композицию. К бандиту, который находится со смещением в 4 клетки, мы добавим соседа, который находится со смещением в 5 клеток. В обычных условиях арбалетчик не должен начинать в него стрелять. Однако сейчас мы видим, что после болта, запущенного в это бандита, арбалетчик довернул корпус, и следующий болт уже летит его соседа. В то время как вот эта отзеркаленная копия его по-прежнему не интересует. Хоть она тоже находится с смещением в 5 клеток в бок. Эти довороты корпуса тоже работают весьма забавно, но я смог углядеть несколько основных принципов. На данной записи арбалетчик обложили со всех сторон, и он, видимо, почуяв угрозу или возможность собрать кучу фрагов в соло, вошел в режим берсерка и на протяжении 3 минут не останавливался и стрелял по бандитам. При этом довороты корпуса в один момент его довели на разворот аж на 180 градусов. Если присмотреться детальнее, то можно заметить, что автоматический доворот переходит исключительно на одну стадию, как будто бы игрок нажал соответствующую кнопку поворота. Но если присмотреться еще детальнее, то можно увидеть, что нечто одергивает стрелка также автоматически, как будто была нажата кнопка «Стоп», и арбалет возвращается взглядом на свою исходную позицию. Это происходит после того, как стрелок или уничтожил цель, или она вышла за радиус стрельбы. Но происходит это не всегда. Собственно, арбалетчик на реплее вышел из состояния берсерка только тогда, когда на его изначальном направлении взгляда не осталось ни одного противника, хотя очевидно, что вокруг него целей еще предостаточно. Вот вам еще одно подтверждение автоматического одергивания стрелков. На одном из прошлых примеров, как вы могли помнить, этот арбалет начинал агриться на соседа. Однако частенечко бывает такое, что у него прокает какая-то своя собственная команда стоп, и он не хочет на него агриться. Соответственно, он остается в живых. При этом заставить хоть раз выстрелить вот этого бандита у меня не вышло. Что подтверждает то, что доворот у него происходит строго на одну фазу. И он никак не может перескочить сразу на 2 или более. Когда он смотрит, соответственно, сюда, на юго-восток, он не может начать смотреть на юго-запад и начать сюда сразу стрелять. Если это не происходит через автоматическую команду стопа. На данном фрагменте хочу показать, как эти довороты и стопы вкупе с выбором цели могут влиять на происходящее на поле боя. Изначально отряд луков стреляют по рыцарям, потому что они находятся в зоне поражения, а бунтари нет. Даже когда бунтари зашли в зону поражения стрелков, луки в них стрелять не начали. Когда луки, сейчас вот у них будет, смогут убить одного рыцаря, они по-прежнему не переключаются на бунтарей. Это происходит по той причине, что их корпус уже повернут наверх. А следовательно, бунтари не находятся в их зоне поражения. Зона поражения у них сместилась наверх. А вот если мы вернем рыцарей обратно сюда, то до тех пор, пока один из рыцарей не умрет, бунтари по-прежнему не будут интересовать луков. Давайте дождемся момента. Вот, погиб рыцарь, и как только это произошло, сразу начал распределяться огонь между рыцарями и между бунтарями. Какие из этого всего следуют практические следствия? На самом деле, универсальных практически нет. Но чем меньше формат боя, тем больше вам пригодятся все эти знания о механиках стрелков. Более глобальные советы при этом и куда более очевидны, но все же несколько я из них озвучу. Первое. Во всех здравых ситуациях, то есть никогда у нас 300 стрелков в узком проходе, и они одновременно и танчат, и стреляют при реверс-скору, построение стрелков в более чем 7 линий неэффективны, потому что они в принципе в таком случае не могут стрелять одну и ту же цель. Но, в принципе, зачастую, если мы, например, смотрим форматы словно 60 ПТ, даже построение в 6 шириной является не слишком эффективным, потому что, как можете смотреть, последняя линия просто стоит. Причем как с одной стороны, так и с другой стороны они не могут целиком и полностью стрелять. Я бы рекомендовал 4-5 примерно. Но 7 и выше однозначно не смогут стрелять в одну и ту же цель и зачастую будут просто стоять.
Если противников много в таком случае, то стрелки с очень высокой вероятностью будут стрелять просто по разным целям, в том числе и те, которые, например, не находятся в прямом бою с пехотой, а стоят где-то позади, следовательно, бродят туда-сюда, уворачиваются от стрел и вообще могут свою ХП спокойно регенерировать. Самой эффективной стрельбой является стрельба по первой линии вражеской пехоты, ведь это позволит ее быстрее уничтожить и своих юнитов таким образом спасти. Это особенно важно, если вражеская пехота сильно бронирована или имеет высокий урон. Если бы в том примере с лучниками, рыцарями, бунтарями, лучниками управлял бы не ИИ, а игрок, он мог бы спокойно направить самостоятельно лучников атаковать бунтарей через команду атаки, или через команду стоп, или через команду небольшого движения, как, например, это сделано здесь. Иными словами, если вы увидите, что ваши стрелки начинают стрелять сильно в разнобой, или не в тех юнитах, куда надо, вы можете вручную быстро это корректировать. Но слишком сильно с этим усердствовать не стоит, так как с этими микропаузами вы немножко теряете общее количество выпущенных стрел, следовательно, потенциальный ДПМ, урон в минуту. Такие корректировки огня больше нужны тогда, когда вы уверены, что смена цели даст больше импакт в сражении, чем лишние ползалпа или целый залп. Некоторый такой общий смежный момент из первых двух пунктов. Если вы танцуете перед стрелками противника конями с целью самому своими стрелками атаковать вражеских, учтите, что при смерти одного коня часть вражеских стрелков спокойно может начать бить и ваших стрелков. Соответственно, ваша авантюра может не удастся. Следите за этим. Если вы подумали, что стрелки на этом все, то нет. Если у ближних воинов скорость атаки равная, то у юнитов дальнего боя она разная. И это добавляет между ними различия. Данная скорость атаки выражается во времени, в среднем необходимое для выстрела. Среднее потому, что есть небольшой рандомный разброс. На момент 6-7-20 средняя задержка атаки у лучника составляет 24 тика, у бандита 36, у арбалетчика 40. Если что, 1 тик это 1/10 секунды. В бете эти цифры немножко изменились. У лучника стало 27, его немного поднерфили. У бандита 32, его немножко апнули. А арбалетчик так и остался со своими 40. Однако и там у бандитов есть штраф в 15 тиков для первого выстрела, во время которого он раскручивает свою прощу. То есть первый выстрел происходит с задержкой, соответственно, в 51 или 47 тиков. Здесь важно помнить то, что данное время — это время всего цикла выстрела. В указанные сроки не может начаться следующий выстрел. Однако сам выстрел происходит ощутимо раньше, особенно у луков и арбалетов, что позволяет вам сделать выстрел, отойти, что часто помогает в перестрелках между двумя отрядами стрелков перед глобальным замесом. То бишь вышеупомянутые тайминги полезны, когда стрелки стоят в одной точке и ведут постоянный огонь. Такое происходит довольно часто, особенно в глобальных замесах. Что касается перестрелок друг с другом, то, используя всю вышесказанную информацию, можем сделать несколько ключевых выводов. Во-первых, из-за дополнительной задержки бандиты совершенно не вывозят конкуренцию в перестрелке с лучниками и с арбалетчиками, зачастую не успевая сделать свой выстрел, когда в них уже гарантированно летят стрелы и болты. В совокупности с их нулевой броней ничем хорошим это никогда не заканчивается. Во-вторых, при перестрелке всегда стоит учитывать, что если вы пытаетесь стрелять лоб в лоб, то защищающаяся сторона, которая просто стоит и ждет, и может даже не смотреть на вас в данный момент, начнет стрелять раньше, пока атакующий отряд только-только подходит. Учитывая маленькую задержку атаки у лучников, они всегда успеют выстрелить в ответ раньше. Вот, можете посмотреть. Отсюда вывод, что просто так идти на луков нет ни малейшего смысла, даже если у вас самих луки. В среднем вы скорее просто разменяетесь. О том, как именно успешно вы разменяетесь или нет, остается судить лишь рандому. Вы можете разменяться успешно, если подойдете, можете не очень. Но в любом случае вы не будете получать какого-либо особо сильного преимущества от таких действий, в то время как ваш противник может в этот момент хоть город строить и абсолютно на вас никакого внимания не обращать. Немного иначе дела обстоят в перестрелке между двух пачек арбалетчиков из-за больших пауз между атаками. Однако и здесь успех вам не гарантирован, и из-за рандома может статься так, что противник выстрелит раньше, чем вы, и вы спешно отступите.
Но здесь есть небольшой лайфхак. Давайте попробуем. Вот мы подходим, нас начинают сразу стрелять, и мы не успеваем явно выстрелить в ответ, получаем в себя болты. Подойдем снова, получается такая же ерунда. Обратите внимание на анимацию арбалетчиков. Когда они в первый раз за какой-то долгий промежуток времени, они сразу становятся вот в такую позицию. Но мы отойдем, пойдем снова, и они, видите, начинают приседать. Таким образом, мы успеваем в них кинуть пару болтов. Таким образом, можем реализовать преимущество. Это хорошо работает в том случае, когда противник за вами не следит. Но вот в чем незадача. Когда арбалетчики начинают вас стрелять, противник получает уведомление о том, что его армия атакована. И если он не глупый, он тут же нажмет на пробел, перейдет по уведомлению и своих арбалетчиков будет отводить. Но в принципе вот на такой раскачечке вы можете ловить при перестрелке арбалетчиков противника. Помните, что это работает, собственно, далеко не всегда. И что стоит помнить, у обороняющейся стороны здесь всегда будет преимущество, потому что, как ни крути, а она начинает стрелять раньше. И это атакующим приходится искать какие-то лайфхаки для того, чтобы попытаться как-то реализовать преимущество. У бандитов при перестрелке наблюдается, с одной стороны, забавная деталь, а с другой стороны, совершенно непонятное ее практическое применение. Как я и говорил, у бандитов есть штрак в 15 тиков на первую атаку, в то время как остальные атаки у них пойдут со средним интервалом в 36 или 32 тика, в 6-7-20 и в бете соответственно. Однако, если мы попробуем подойти бандитам в зону поражения, выйти оттуда и снова войти, то при повторном заходе обнаруживаем, что камни вылетают чуть ли не моментально, что делает наши попытки выстрела небезопасными. Вот вам примерчик. Подошли, отошли. Опа! Видите? Оп! Моментальный ответ. За мной. За мной. Пошли. Пошли. Но так происходит далеко не всегда. Стоит лишь им выйти из состояния боя, например, подождать 5 секунд, Вперед. как снова они заряжают свой камень и получают свою задержку в 15 тиков. Как она у них, собственно, и была. Главная проблема тут — при движении отряда бандитов, скорее всего, анимацию вы собьете, и до срочного запуска камня у вас не получится. Вперед. В данном случае, например, я вот попробую в движении это сделать. Отойду За мной. и выстрелю снова, но она у меня сбивается постоянно. И очень редкие возможности, когда, оп, у меня вылетает ответный камень. Главная здесь проблема — при движении отряда бандитов, скорее всего, вы эту анимацию собьете, и до срочного запуска камня у вас не получится. А если вы стоите, например, бандитами в защите и не двигаетесь, то с очень высокой вероятностью вы лишитесь от вражеского залпа большую часть своих бандитов, особенно если это были лучники или арбалетчики. А противнику ничего не стоит после одного залпа просто подождать 5 секунд. Попытки использовать срыв анимации в атаке привели лишь к тому, что я раз 50 попробовал застрелить 6 бандитами 6 стоящих арбалетов под контролем ИИ в синглплеере без пинга. И получилось у меня это лишь один раз, и не только лишь благодаря срыву анимации. Вот, пожалуйста, посмотрите. Я отхожу, прихожу, атака кидаю, снова могу подойти, снова раскручиваюсь, часть человек успевает войти, часть не успевает, плюс еще раз синхронится атаки здесь, это предсказывать становится все сложнее и сложнее. Ну, просто как некоторый забавный факт. На практике мультиплеера заниматься вы, скорее всего, никогда этим в жизни не будете, просто потому, что риск в этом плане высокий, а импакт весьма сомнительный, особенно если игрок вражеский будет хоть как-то реагировать. Иными словами, фишку мы увидели, зафиксировали, приняли, но ничего особо полезного для практики из-за этого не вынесли. Он даже не показал мне, как я последнего добью, спасибо. Если же вести речь о разных типах стрелков, то только лучники могут самостоятельно атаковать другие виды стрелков, то бишь арбалетчиков и бандитов, всегда спокойно успевая выстрелить и отходить назад. Тут уже исключительно вопрос мастерства управления армией. Давайте посмотрим. Залп даю, я из-под него всегда успеваю уходить, если я все делаю правильно. Иногда немножечко зависит от рандома. Надо понимать, что, конечно, шанс попадания здесь не самый высокий, но до этого мы сейчас еще тоже дойдем. Ох, как хорошо. И тут вы мне можете сказать:
что ты за лапшу на уши мне вешаешь? Все же просто. Подбеги к каким-нибудь юнитам ближнего боя, желательно конным, желательно рыцарем, отвлеки внимание вражеских стрелков, подведи своих и расстреляй. И вы будете правы. И когда дело доходит до такого формата, то арбалетчики начинают составлять нехилую конкуренцию лучникам, благодаря своим и броне, и солидному шансу нанесения в 120%. Используем все изученные формулы и получаем, что шанс у лучника попасть по стоячему арбалетчику будет 0,8 умноженное на 60 деленное на 3, то бишь 16%. А у арбалетчика по лучнику 0,8 на 120 деленное на 2. Солидные 48, то бишь в 3 раза больше, то бишь почти каждым вторым болтом. Используйте данные знания в бою с умом. В принципе, подтанцовка позволяет даже бандитам как-то пытаться стреляться с вражескими стрелками. Но сами понимаете, никаких преимуществ у бандитов здесь нет. Из-за своего штрафа лучшее, что они могут делать на карте, стоять смирно и пытаться как можно меньше двигаться для более высокого ДПМ. Учитывая их нулевую броню, на плечи игроков с бандитами ложится непростая задача. Впрочем, актуальнее будет это лишь с выходом в беты в полноценный релиз, или как минимум после фиксов основных багов боевки, которые там присутствуют на данный момент. Последнее, вроде бы, что осталось разобрать у юнитов, это их скорость передвижения. Здесь все относительно нетрудно, но и не так очевидно. Юнит по прямым линиям двигается быстрее, чем юнит по диагоналям, примерно на треть, то есть на 33%. Так что законы геометрии, если и поломаны, то не полностью. Можем посмотреть сейчас. Данный рыцарь доберется до этой точки быстрее, чем тот, который бежит по диагонали. Этому потребуется примерно 6 секунд, этому потребуется примерно 9 секунд. Аналогичная история здесь. Этот мечник заходит примерно за 10 секунд, этот за 14-15. Всего в игре есть 3 различных скорости, выраженные некоторыми пунктами, физический смысл которых мне не вполне ясен, но тем не менее. Базовая скорость передвижения всех пеших юнитов и горожан равна 24 пунктика. Штурмующая пехота имеет скорость 36, то есть в 1,5 раза больше, в то время как конница имеет скорость 39 пунктов, то есть приблизительно на 66% больше, чем обычная пехота и горожане. То есть если штурмующая пехота бежит по одному направлению с конником, допустим, какому-то недиагональному, то она догнать его не сможет. Однако всегда возможен сценарий случайного соскока коня по диагонали, который займет больше времени, и тем самым конь может пойматься. Во второй короне, ТПР, есть еще были осадные орудия. У них скорость была явно ниже, но точного значения я не знаю. Полагаю, что 12, то есть в 2 раза медленнее, чем обычные юниты. Ах да, точно. Коротко про разведку. У каждого юнита и здания есть свой обзор. Дальность раскрытия тумана войны выражена круговой зоной. У горожан радиус всего лишь 4 клетки, у войск 9. Разведывать войсками куда эффективнее, чем строителями, но, впрочем, во время перемирия хоть небольшая опция, но присутствует. Не могу точно ручаться за обзор зданий, но точно известно, что у построенной вышки обзор примерно 19 клеток. Из еще исключений, на момент беты 15122 разведчик заимел обзор базовый в 13 клеток. В КАМ, в принципе, не очень много гибкости в плане разведки, можно сказать, до беты ее и не было вовсе. Главное, что здесь достойно внимания тот факт, что радиус раскрытия тумана у войск составляет 9 клеток, а радиус стрельбы у дальников 10. В таком случае возможен исход, что стрелки одного игрока стреляют по другим, а другой не может ему ответить, пока данная зона не будет открыта. Помните об этом и не идите на перестрелку без предварительной разведки. Говоря о скорости передвижения, невозможно не упомянуть, что движение не всегда происходит беспрепятственно. Есть некоторые вещи, которые ему мешают. Помимо самых очевидных различного рода гор, рек, лавы и прочее, существуют куда менее очевидные объекты, которые могут как-то влиять на поле боя. Зашел я специально в редактор карт, открыл бетовский, потому что здесь, вот в этой классной штуке, называемой палитре объектов, разными цветами выделены объекты, которые так или иначе имеют какие-то особые свойства. Ну, самое простое — красные, которые блокируют и ходьбу, и строительство. Там никого быть не может. А вот, например, не самые очевидные для новичков вещи — это, например, пеньки.
которые, вот можете в нижнем части экрана здесь появляются, подписывают, что они делают. В данном случае блокируют проход по диагонали. Что это значит? Ну, во-первых, что юнит не может пройти по диагонали, а во-вторых, что юниты не могут друг с другом драться по диагонали. Поэтому, если когда-либо вы встречали такое, что вроде юниты стоят друг от друга по диагонали, но не начинают бить, присмотритесь. Скорее всего, там есть какой-нибудь малозаметный пенечек, из-за которого ваши войска в бой и не сцепились. И последний пункт боевки Кама — сторожевые вышки. Они имеют свой радиус атак, равный 6 клеткам, отсчитываемый, внимание, от входа в вышку. Не от каких-то углов, если мы смотрим, например, влево, не от верхних границ, а от входа. По углам есть небольшие скосы, которые придают вышке некоторое подобие кругового значения радиуса. Дальность 6 сохраняется при отклонении в 3 клетки по горизонтали или вертикали, а не 4, как, например, у дальников. Если цель находится вне этого радиуса, вышка атаковать не станет. Однако здесь есть примечательный момент. В отличие от стрелков, вышка может бросать камни дальше своего радиуса поражения на одну клетку. Таким образом, она может кидать камни в тех, кто вошел в зону поражения вышки и решил сразу из нее выйти. Обычной пехоте может не хватать скорости для того, чтобы убегать на 2 клетки сразу. Поэтому безопасно разоружить вышку может только конный юнит в грамотных руках. На видео вы можете видеть о том, что отбегая сразу с 6 клеток на 8, рыцарь находится в безопасности. Однако если он остается на 7 клетке, как это было здесь, то в таком случае в него спокойно может прилететь камень, и он умрет. Вот вам пример грамотного разоружения вышки. Подходим на 6 клеточку, отпихаем на 8, ждем. От 6 на 8, ждем. Повторяем 5 раз. Вуаля. Камни, брошенные с вышки, игнорируют ХП и броню юнита. Любое попадание приводит к смерти. Однако вышка, как и стрелки, могут промахнуться по стоячей цели. Отмечу, что в тестах с вышками точность вышла 83,8% за 825 бросков, что практически соответствует 5 шестым в виде обычной дроби, что говорит нам или о том, что шанс все-таки выше, чем у стрелков, или о том, что мой арбалетчик был очень невезучим на солидной дистанции. И тоже вслед за стрелками вышка перенимает далеко не самую классную точность по двигающимся целям, даже если это не специальный танец с конем с уходом за радиус поражения. Если в случае со стрелками это не столь критично, каждый промах вышки, в которой лежит всего 5 камней, ощущается крайне неприятно. В нашей игре, хоть официальными условиями победы являются снос всех ключевых зданий, то бишь складов, школ, казарм и в бете еще муниципалитеты, на практике победа становится ясной задолго до этого события, даже в синглплеере. Однако иногда здание ломать все же необходимо. В таком случае помним, что любой юнит ближнего боя атакой наносит 2 единицы урона, а дальник — 1 единицу, в случае, если нет какого-то вмешательства динамических скриптов. Дальники мажут и по зданиям. За 290 выстрелов моя пачка луков нанесла 242 урона, что снова равно 83%, но здесь, надо сказать, выборка все-таки поменьше, а фиксировать урон по зданию после каждого залпа мне уже, честно говоря, немножечко задолбало. Вернее, я хотел сказать, напишите в комментариях, какие результаты получились у вас. Вот. Многие заслуженно любят эту игру за комплексную систему строительства, но батальная сторона зачастую не привлекает внимания большинства, и, как по мне, очень зря. На многих картах синглплеера, кооператива, даже мультиплеера, особенно с высоким перемирием, на батальную часть игры тупо забивают, как будто это досадный придаток к игре. Но это не так. Здесь есть что изучать, тут есть простор и для общей задумки, стратегии на бой, так и для микроконтроля. В бою порой необходимо молниеносно принимать решения, выслеживать отцепившиеся пачки пехоты из боя, соединять их с другими или отправлять на другие направления. Простор и потенциал у батальной части игры довольно большой. А бета привносит в игру множество настраиваемых хоткеев, горячих клавиш, которые добавляют еще больше различных возможностей в плане микроконтроля. Так что я надеюсь, что мое видео с разбором скрытых механик поможет вам в понимании этой неизведанной земли. Если вам есть что сказать на данную тематику, добро пожаловать в комментарии. В описании ролика будут все необходимые ссылки по этому видео, будет также мой канал на Твиче, где я довольно часто стримлю игры в мультиплеере. Всем спасибо за просмотр и увидимся!